в этом бою. И смотри, как качает сейчас Ваня. Начинает Вот, и полетел вперед. Первый номер пытается достать. Это передний боковой. Хороший уходе боковой. Ох, как размашисто пошел сейчас дебютант. Успел его словить в клинче. Продолжается. Ох, как тут заруба и... Подскользнулся, да, скажи. Друзья, всем привет! Меня зовут Виктор Евтюшкин, по прозвищу Витя Маори, он же экс-депутат. В предыдущих поединках, как вы знаете, немножко потерпел я неудачу и в первом и втором бою. Но в этом бою я подготовился намного серьезнее, проходил подготовку в паре матчей, за что спасибо отдельное Андрею. Соперник мой Рома Колот, боец Махача, тоже проводил поединки, крепкий парень. Но, Ромчик, будет боль, будет бой. Хочу всем пожелать здоровья, спорт і будьте сильними. Всім привіт! Мене звати Рома Колот. Тут більш звісний як Вікінг. Приїхав з Коростишева. Минулий бій пройшов не так, як хотілося, але ми устроїли, я думаю, нормальну таку ж зарубу. Далі буде краще. До наступного бою готувався трошки напряжніше, ніж завжди, тому що треба було зігнати вес. Про суперника це хороший хлопець. Я взагалі в останній момент знав, що ми з ним будемо битися, тому що ми тренувалися недавно разом. Але таке, всі ми бійці, ми знаємо, для чого ми тут устроїмо хороший бой. Вітя, я для тебе зігнав вес, так що завтра буде Махач. Давайте поприветствуем первого бойца. Встречаем Евтюшкин Виктор по прозвищу Витя Маори. Загибая пальцы на гурах, я считаю тех, кто не знал назад. Увы, не знаю, что там будет впереди. И если выбрал путь, то парень мой иди. Загибая пальцы на гурах, я считаю тех, кто не знал назад. Увы, не знаю, что там будет впереди. И если выбрал путь, то до конца иди. Тоха Штакет, спасибо большое за звуковое оформление красивого выхода. Там целая звездная команда, и Пижон, и Сеня, коллег. Может, кого еще не увидел. Все звезды Махача. Витя – это человек, который не оставляет равнодушным никого своей добротой и честными спортивными принципами. Боец, которому очень не повезло в первых двух сражениях, где он показал отличный уровень бокса, но разного рода травмы заставляли прекращать участие в этих поединках. Народный чемпион, несмотря на серию из 2 поражений. И любимчик моей мамы, Витя Маори. Представитель города Чугуев. Рост 169, вес 79,6 и ему 30 лет. Базовый боксер, КМС по боксу, КМС по ММА. Давайте его поприветствуем и тепло встретим, друзья! Встречаем его оппонента, поприветствуем. Колот Роман по прозвищу Викинг.
настоящий украинский викинг. Его преданность организации и делу, в котором он принимает участие, заставляют уважать его еще больше, а скромность только красит. Боец, который покинул Гран-при в среднем весе после поражения в очень близком и конкурентном поединке против Теплюка Вадима. Но сразу же попросил провести следующий бой, чтобы быстрее реабилитироваться. Представляет город Коростышев. Его рост 184, вес 81 и ему 28 лет. Базовый боец ММА. Имеет за плечами 3 поединка в Махаче и рекорд 1-2. Давайте поприветствуем еще раз Колот Роман по прозвищу Викинг. Вообще, эти два бойца не должны были драться сегодня. К Вите летел на бой боец из Казахстана. В последний момент его не выпустили из аэропорта в Казахстане по непонятным причинам. Поэтому сегодня два друга сразятся на коротком уведомлении. Давайте еще раз им поаплодируем. С правилами ознакомлены. Самое главное правило – слушаем мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Разошлись. Судьи готовы? Судьи готовы? Красивый, честный, кулачный бой. Первый раунд. Время. Бой! Итак, бой начался, да. В желтых тейпах, напоминаю, у нас Колот Роман Викинг. по прозвищу Викинг. И в черных тейпах у нас Витя Маори. Витя, посмотри, технически, я тебе скажу, сейчас становится более грамотный. Я уже не вижу его. Да. По первым поединкам он... Да. Это не первый бой его, и там он кидался. Здесь сейчас аккуратненько подкрадывается. Слушай, ну и Рома понимает, что есть мощь в ударах. Видите, вот она мощь. Вот как раз-таки про эти удары я говорил, но гранитный подбородок из Коростышева... Держит. Да, держит это все. Особенно стоит отметить, сколько ударов принял на себя в поединке Рома против баскетболиста. Много так выцеливают ребята друг друга. Но Рома это чисто физушник. Ему самое главное переломить своего оппонента за счет физики, нокаутировать. Виктор не несется. Ты посмотри, какой стал. Может, это просто друг, и он несется на друга? Нет, подожди, да. Он заряжается, он просто заряжается. Рома пока присматривается также. Прощупывает. Рома тоже не торопится. Левый боковой, работает в основном левым. Вот я всегда восхищался футворком и то, как пружинит на ногах Витя. Действительно, это уникальный феномен. Какой легкий он на ногах. С учетом того, что, да, может он не прям спортивной комплекции, хотя кубики на его животике присутствуют. Кубики, на животике. На животике. Мы так немного... Да, хорош. конечно, вот справа залетает Витя. Очень опасно для Ромы. Ох, бэкфист в исполнении. Но Витя все Викинга. видит, Витя все видел. Упирался на мешки и все видел. Да, отклонился от бэкфиста. И конец первого раунда, да, так. Watch your head bust. Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд. Время. Бой. Левой снял, правой встретил. Все, с поджагом, аккуратнее. Зажимай. Вот тут, на нем. Вот тут сейчас. Вот Да, пытался, да, не залезть. спеша, Не взрыв, спеша, да. размеренно. Взрыв снова. Пружинки. Экономят силы бойцы, потому что... Ух,
Вот пытается вроде бы как бы Рома подобраться к не Вите. подбирается, Витя быстренько уходит. Витя быстро уходит. Прям вот на ногах он очень хорош. И бэкфист было немного предсказуемо. Попал по защите сейчас Рома, но тем не менее успел нанести бэкфист. Обмен. Ох, какой размен хорош. ударами. Вот сейчас Хорош. вот настоящая заруба Вот теперь пошла. уже пошел Махач. Да, вот сейчас уже пошел Махач, и как набрасывают удары обоюдно спортсмены. И в клинче не оставляют вообще никаких там компромиссов. Ох, конечно, эти взрывы от Вити, эти спурты. 2. Работаем. Счет открыт в любом случае. Считается. Снимай и сближайся. Все, ничего больше не нужно. Сейчас прыгнем. Сейчас прыгнем. Делай. Выше руки. Неплохо так зарубились и в данном эпизоде. Но пока безрезультатно. Просто зарубка была. Неплохая довольно-таки зарубка, хорошая. Уходит, пытается догнать его. Молодец, молодец. Корпус, видел, пошел корпус. Не растерялся, да, не растерялся. Витя тут же прихватил в клинч и набрасывал по корпусу. И конец у нас, дорогие друзья, второй раунд. Да, второй раунд закончился. Бойцы, 5 секунд. Судьи готовы? Заключительный третий раунд. Время, бой! Итак, дорогие друзья, третий раунд. Рома. Заключительный третий раунд. Ох, Виктор как, пошел конечно, вперед. хотел по корпусу ложиться Витя. Какими заруба, боковыми хорошая заруба ударами. пошла. Сгруппировался немного сейчас. Ох, пропустил сейчас Рома, конечно, пушки. И от Виктор Вити. тоже немножко себя пропустил. Но Виктор Стоит просто уверенно. пушка. Уверенно стоит. Видно, как... Заводится. Здесь И вновь на бэкис пытался насадить, но вовремя сместился Витя. Да, так наткнулся на апперкотик такой небольшой. ну и сам попал в корпус. Заводится два бойца. Смотри, как ушел хорошо в сторону. Не назад, а в сторону. Ох, какой джеб, ты видел? Просто как плетью выбросил Рома свой джеб. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Поднял. Работаем, бой. Ох, Кидается. какая Да, заруба да, пошла. Смотри, как хорош, пытается сейчас Рома. Рома добить. Видел? О. Еще один нокдаун. Да. Второй нокдаун, да. Второй нокдаун в этом раунде. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Работаем. Бой. Ох, как они рубятся. Просто. Жестко. Пускай, ох, попадают сейчас оба, ой, и оба, причем попадают. Он, смотри, понесся сейчас Рома вперед на Витю. Вите очень тяжело отбиваться от мешков, но... Уже, мне кажется, здесь все понятно по исходу поединка, но тем не менее уважение этим бойцам проявите в комментариях. Действительно, дорогие друзья, два друга. И вы видите, как, да, видите, как Рома благодарит Витю за поединок.
завершение, да. В данном поединке техническим нокаутом в конце третьего раунда победу одержал Колот Роман по прозвищу Викинг. Витек. Витя. Расстроился Витя, поддержите, пожалуйста, еще раз Витю. Хороший бой он показывает который раз, но я вот не знаю, всегда вот, как мое мнение, его ошибка в том, что начинает пятиться возле мешков и не вывозит вот это вот клинча, этого размена. Потом вы напишите в комментариях, так это или нет. Витя, как ты думаешь, чего тебе не хватает конкретно? Всем привет. Ребята, извините, что в очередной раз подвел всех своих близких, организацию, всех тех, которые за меня топят, пишут комментарии, поддерживают. Спасибо вам всем большое. Ребят, Ты не подвел организацию, все нормально. У тебя должен был быть бой с казахом. Все хорошо, Витек. Ничего он не подвел. У него с казахом бой должен быть. И будет бой с казахом. молодец, Ромчик. Поздравляю тебя с победой. Вырвал. Викинг реально победитель. Поздравляю. Вот. Ребят, ну, надо еще подумать и залечить свои раны, надо все травмы, потому что это мне не дает полноценно готовиться, хотя я стараюсь, правда стараюсь. Поэтому, друзья, всем махач, спасибо, что вы все сегодня пришли сюда и поддерживаете. Я вас всех искренне ценю и уважаю. Спасибо. Вы ждете Витю еще на Махаче? Не слышу! Ждете Витю? Витя, это для тебя. Осенью мы тебя ждем. И думаю, мы все-таки довезем этого казаха. Подожди. Рома, с победой. К сожалению, пришлось драться двум друзьям. Как тебе этот поединок? Всім привіт, рад всіх бачити. Звісно, в таку пізню пору. Ну як поєдинок? Поєдинок був взагалі шоком, коли об'явили, що ми будемо битися. Ми тренувалися разом, спаррингували там пару днів назад. Тут на прес-конференції опа, об'являють, я виходжу, беруть за голову, коротше. Звісно, трохи на душі так неприємно, але ми всі бойці, я думаю. Ну, Вітя, ми вже давно говорили, всі це розуміють, що рано чи пізно ми всі тут общаємося між собою, все. Немає такої там срані, всі нормальні пацани, всі прості. Рано чи пізно, навіть якщо прийдеться з кимось, всім прийдеться побитися тут. Війна тільки тут, а там за рингом нічого не міняється. А так, всім дякую, дякую людям, що прийшли, дякую за підтримку. Бо пацани сюди виходять, тут оставляють дуже багато і себе, і всього. Це все для шоу, це все для нас, для кайфу, для вас, для шоу. Все, всім дякую, дякую, хто мене завжди підтримує. Все, спасибо, Андрюха, ще ми всі тут, а далі буде. Там Пижон вроде кричал за бонус. А, дядя Олег, Сеня, конечно. Бонус. У тебя будет бой, не переживай. Спасибо бойцам. Всім привіт, мене звати Антон Радько, на прізвисько Берсерк. Попередньо я провів 3 поєдинки, у мене буде 4-й бій, тому я максимально заряджений на поєдинок, на жорсткий бій. Попередній поєдинок закінчився для мене невдало, тому що в мене була травма ока і мене лікар зняв з бою. До цього поєдинку я готувався в 2 тренерів, це Твердохліб Олексій з міста Рівне, клуб «Проджат», а також Олександрівський Іван, тренер з боксу міста Тернопіль. Мій девіз в спорті – ні кроку назад. Якщо роблю крок, то це тільки для розгону.
Всем привет, меня зовут Асхар Нуркадыр, Республика Казахстан, город Тарас, прозвище Барс. Прошлый поединок вот в 5-м сезоне проиграл по счету. В этот раз подготовились, все хорошо. Межкогоню увидеть. Дома встретили, все хорошо, все нормально. Вот на этот раз готовились очень хорошо. Покажем зрелищный бой, думаю. Готовил Тохтиев Арсен и Бейбутул Жандос. Спасибо всем, кто готовил, поддерживал. А противники нормальный мужик, хороший. Чуть-чуть поразговаривали. Ну, в бою удачи, что главное, без травм. И давайте поприветствуем первого бойца. Встречаем Радько Антон по прозвищу Берсерк. Боец нашей организации, который возвращается сегодня в Межкогон после тяжелой травмы, которого не лишила его чуть зрения. Представляет город Ровно. Его рост 180, вес 74,9. Ему 30 лет. Базовый боец ММА, мастер спорта по ММА, профессиональный боец по ММА, обладатель 2 чемпионских поясов. Имеет в своем активе 3 поединка. Крайний его бой закончился травмой глаза, после которой Антон долго восстанавливался. Давайте его снова встретим и поприветствуем, друзья. И поприветствуем его оппонента Аскарулы Нуркадыр по прозвищу Барс. Боец из Казахстана, который уже дрался в нашем промоушене, но не смог проявить себя полностью из-за скованности и нервозности. Сегодня он возвращается с единственной целью – привести такую важную победу на свою родину и доказать всем, что он достоин быть важным участником Махача. Представляет город Тарас, его рост 181, вес 79, и ему 21 год. Базовый самбист, КМС по боевому самбо, чемпион области по боевому самбо, призер чемпионатов по панкратиону и ММА. Давайте его поприветствуем и встретим, друзья. Так как оба владеют борцовской техникой, напоминаю, захват за корпус 2 руками – это борцовская техника. Все, что ниже пояса – борцовская техника. Лечь 2 руками не разрешен. Запрещены удары локтями, коленями, ногами и прочим-прочим. Красивый, честный кулачный бой. После команды «Стоп» не работаем. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Поединок у нас, в черных тейпах у нас Берсерк, в желтых тейпах у нас Барс. И как-то активно с джаба начинает у нас Барс. Но мы помним стиль ведения поединка. У Антона Радько это физика, это переломить, это просто сломить своего оппонента. Но я тебе скажу, я за ним наблюдаю, он провел несколько, скажем так, летних, не летних, а спортивных лагерев с хорошими спортсменами, ударниками, с боксерами, с тайцами. Поэтому, возможно, он поменял тактику ведения боя. Возможно, добавил чего-то новое в свои бои. 100% добавил. Я уверен, просто добавил. Но Барс очень активный, посмотри. Активно, да, вот Антон пытается его контрить сразу же передним боковым.
Ну, сейчас пока Барс так клёстко выстреливает. Ох, полетел! Ой, пропускает сейчас удар навстречу Антон. И это нокдаун. Это нокдаун. Это нокдаун. Причем стоящий. Стоящий, да, он пытался словить ногами баланс, но все равно оступился и упал. 6. Отчитывая сейчас нокдаун. Тяжелый, конечно, удар он пропустил. Если не ошибаюсь, там через руку было, да? На встречку. Руки опустил немножко и... Полетел, да, полетел вперед. 2-3, и там надо было уже делать. Он застыл на месте. Для него это сложный поединок, потому что после 2 поражений нужно реабилитироваться. Плюс еще, да, реабилитироваться, плюс еще травма дает, может, знаешь, она как-то морально поддавливает да. Антона. И вот подключает свои сильные стороны Антон. Бой! Но Барс выстрелил, конечно, четко. Мы слышим, когда, конечно, зрители заводятся. Работает свою тему, он любит работать оверхенд передней рукой. Концовка у нас раунда, да, застывать немного. Я думаю, сейчас ему нужно восстановиться после такого нокдауна. Может, еще он до конца не понимал. Вот это да! Что? Бэкфист и вдогоночку боковой. 4. 5. Повернись на меня. Если готов, поднимай руки. 6. 7. 8. Поднял руки, да, и просто бой продолжается по одному нокдауну в первом раунде. Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Корректный бой. Второй раунд, время, бой! Барс уже реабилитировался, видел? Смотри, как он двигается ногами, работает челночок. Ну, вот натыкается на удары! Левый на отходе. Хороший левый на отходе. Встретил. С левом соли, так сказать. Но не было нокдауна. Не, ну потерял его в навесе. Потерял, да. Но рефери не отсчитывал. Поединок продолжается. Вот видно, когда вот прям заряжается на атаку, вот прям готовит свою пружину Антон. И полетел вперед, но очень опасно, очень опасно, да, реально открыто очень пошел опасно. драться. Сейчас включает борьбу. Вот сейчас из клинча пытается набрасывать удары. Ох, полетел, сейчас пытается прям забить. 1, 2. Он сел. 3. Естественно, куда он должен прилететь? 4. 5. 6. Готов? 7. Капу в рот, руки наверх. 8. Бой. Продолжается поединок. Поединок очень напряженный. Насколько интересный. Да, Барс чуть-чуть сбавил обороты. Антон по ходу поединка только набирает. Мы помним его дебютный поединок. Нельзя расслабляться. У Антон открыто идет. Подбородок открыто бьется. Надо немножко подзакрыться. То есть сейчас закрытый, но когда начинает Трупилову, начинает открываться. Да. А это может сыграть нехорошо. Заканчивается второй раунд. Остались секунды. И посмотри, как выцеливают они друг друга. Ну и в клинч под конец. Из клинча как насыпает у нас Антон. Черный замечание. Nigga,
готовы? Судьи готовы? Не садись, контролируй, никаких молотков, буду снимать уже по баллу. Третий раунд, время, бой! Полетел вперед Барс и пытался, да, так на отмашь отбиться Антон. Ну и такой... Достал, Барс достал. Он с какими ударами он понимает, что ему нужно идти вперед. Вот он и Ва-банк, да, но с какими ударами, как, конечно, криво немного полетел Барс. Не совсем его техника, не совсем так, как он может работать. И вот сейчас роняет Антон своего оппонента. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Готов? 8. Делай, кадр. Пошел. 9. 10. И бой, да, отказался Барс. Отказался Барс и Антон Радько заслуженно. И прям поздравляем его с возвращением. На оглашение, бойцы. Техническим нокаутом в третьем раунде победу одержал Радько Антон по прозвищу Персик. Нуркадыр нам обещал другое. Что случилось? Много говорить не буду. Всем ассаламу алейкум. Ну, не получилось. Всем спасибо, кто поддерживал меня, надеялся. Простите. С возвращением. Долго ждали, рады видеть. Как ощущение? Друзі, не дивлячись на те, що вас залишилось мало, дякую вам! Я хочу сказати, що в мене нема ні техніки бокса, там, ні фізухи, але в мене є, сука, характер, блядь. І якщо я роблю тільки шаг назад, це тільки для розгону, щоб нормально в'їбать, коротше. Тому що, так як сказав мій брат по духу і по зброї, Влад Скандинавський, ну ти теж мій брат, ну ти мій тренер, що по любасу вікінга хер сламаєш. Всі мої травми, блядь, вони заставляють тільки мене піднятися і йти вперед. Дякую, кохана. Я тебе дуже кохаю. І перший раз в житті на моєму бої мій батя, це мій перший учень, який сказав, блядь, ніколи не сси і будь першим, бать, спасибо ти. Ну і мене б не було б тут, якби не моя команда. Причому ця команда не то, що з мого міста, це просто інтернаціонал. Всім велике дякую, всім дякую за підтримку і стежте за боями, вболівайте. Ми ще закатаємо, ще той махач. І організації дякую за весь цей двіж команді. І Андрюха тобі. Ще буде дуже багато махача і крові, і духовитих заруб. Всім дякую. Спасибо большое. Привет, меня зовут Адик. Мое прозвище Псих. Предыдущий опыт был отличный, правда выносливость у меня подсела, вытянула на характере. После предыдущего поединка поменялось, что стал больше защищаться, уклоны, нырки, больше дал защиты. К бою сначала готовился сам, потом нашел тренера Вадим Путенко. Тебе привет. Подготовил меня за короткое время. Дальше бой покажет. Противник мой выше, больше. Это все-таки гран-при.
Так что победить сильнейший. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Мой предыдущий опыт в Махаче был, я провел 2 боя. Меня готовил мой тренер Владимир Лазебник. Мои тренировки ничем не изменились. Как таковых фишек у меня нету. О своем противнике я не могу ничего сказать, так как я его не знаю. И поприветствуем первого бойца. Чехутин Эдуард по прозвищу Псих. На свое дебютное поражение в 1:32 Гран-при среднего веса, Эдуард все же продолжил свой путь в 1:16 из-за травмы его оппонента Мецгера Сергея. В 1:16 закатил невероятную рубку против Владимира Думы по прозвищу Пижон. Его рост 175, вес 80 и ему 29 лет. Представляет школу боевого самбо. Также является чемпионом Украины по карате. Также серебряный призер чемпиона Европы по карате. Давайте поприветствуем Эдуарда. Поприветствуем его оппонента Разумович Игорь. Представляет команду города Борисполь. Один из самых ярких и быстрых нокаутеров нашей организации. Его рост 182, вес 87 и ему 19 лет. Игорь является базовым боксером. Давайте его поприветствуем и поддержим, друзья. Разницу весовой категории объясню еще раз. Гран-при средний вес 70-90 килограмм. Слушаем мои команды. Судьи готовы? Готовы. Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, в желтых тейпах у нас Разумович Игорь. Да, Разумович Игорь. В черных тейпах у нас Псих. Я просто сразу обратил внимание на то, какая, конечно, разница в габаритах. Игорь сразу тут же занимает центр. Ой, да, прошу прощения, Псих, да, Псих. О, немного проваливается Псих. Апперкотом, как ты видел, Игорь, конечно, пока присматривается, Игорь хорошо себя чувствует на ногах. Смотри, как он легко работает. Хотя ребята очень такие довольно-таки тяжелые. Псих пока видно, как скован Псих, но пока не раскрылся Псих. Вот видно, чуть есть зажатость, скованность. И прям заряжается на свой оверхенд Псих. С первых же ударов хочет зарядиться на оверхенд, но, к сожалению, у него это не получается. И, возможно, нужно готовить уже какую-то другую тактику. Игорь пока хладнокровно ныряет, но ты посмотри. Затягивать понемногу, затягивать. Игорь работает первым номером, да. И хорошо это ему идет на руку, я бы так сказал. Он так неспешно обрабатывает своего соперника. Ох, как, конечно, размашисто так заходит. Псих. О, какой апперкот от Игоря. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Итак, друзья, в данном поединке, в первом раунде, на первой минуте, 26-й секунде победу одержал Разумович Игорь! Эдик, ты хорошо очень начал, но в какой-то момент показалось, что ты перегорел, когда начал уходить здесь вдоль мешков. Что случилось? Скажи, пожалуйста. Ну, уходил, потому что попал. Я уже начал, чтобы восстановиться. Чуть избегал боя. Но потом восстановился и начал обратно работать. Как видно, пропустил нормально, даже не понял. Ну, пацан красавчик, молодец, молодой. Только вперед. Хорошего будущего. Спасибо вам, организаторам, за приглашение такой шикарной организации. Как бы всем махач. Эдик подготовится, уверен, еще себя покажет. Он это умеет. Игорь, с победой тебя очередной. Досрочной. Чуть-чуть ты в свой тайминг не вложился. Как тебе с каратистом драться было? Очень неудобно. Эмоции зашкаливают, короче. Хочу сказать спасибо тренеру, пацанам, всем, кто здесь пришел. Всем спасибо. Ну и все, всем махач. Давайте еще раз поаплодируем бойцам, друзья. Всем привет, меня зовут Денис Насосенко. К поединку готовил мой тренер Владимир Лазебник, чемпион мира по боксу в тяжеловесах. Начал тренироваться в деревне, там из мешков были деревья. Ну и бегал там по 90 километров. Знаю, что противник с Казахстана. Постараюсь побыстрее отправить его домой первым же рейсом. Я уверен в своей победе. Привет, меня зовут Валера. Мое прозвище Бамблби. В Махаче я дрался с одним известным человеком, Илья. Мне очень понравился бой. Я посмотрел ошибки после боя и в Алмате доработал их со своим тренером Исоек Бирбаевым. Я не готовил никаких фишек, все фишки вы увидите в бою. Мой противник капитальный красавчик. Чувствую ответственность, потому что сейчас у меня появилось много поклонников, не только в Алмате, а в Шымкенте, в Таразе. Салам алейкум, родные. Ради вас я топлю здесь. И поприветствуем первого бойца. Настасиенко Денис! Яркий представитель бориспольской банды Славы Самсона и Разумовича Игоря. Боец, который не смог раскрыть свой потенциал в первом поединке, так как закончил его досрочно победой. Его рост 175, вес 64 и ему 18 лет. Трехкратный победитель Киевской области по боксу, участник чемпионата Украины, а также множество международных турниров по боксу. Давайте встретим Дениса и поприветствуем его, друзья. И поприветствуем его оппонента. Харитонов Валерий по прозвищу Бамблби. Команды Казахстана и города Алматы.
один из немногих бойцов Казахстана, который уже дрался у нас в Махаче и одержал уверенную победу. Согласился драться на коротком уведомлении с Ермолицким Ильей, как раз который его выводил, так как его оппонент в его весовой, Файзулин Герман, в последний момент отравился. Он знал, что Илюха тяжелее, но не дал заднюю, поэтому ему респект большой за смелость. Базовый боксер, также занимался боевым самбо и кикбоксингом, КМС по боевому самбо. Его рост 172, ему 19 лет и его вес 64 килограмма. Давайте встретим Валеру и поприветствуем его, друзья. Помним правила, после команды «Стоп» не работаем, слушаем мои команды. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! О, Бамблби как начинает. Что ты делаешь? Как начинает Бамблби, тут же залетает акцентированными ударами по Денису. И, конечно... Как он уверенно себя чувствует. Посмотри. Еще раз залетает туда же, сейчас поджимает. Хорош. Просто. Какое начало у нас бешеное поединка. Понял, за что замечание? Не поворачивайся спиной. Работаем бой. Смотри, полетел вновь вперед Бамблби, поджимает сейчас к мешкам он своего оппонента. Валера чувствует себя намного увереннее Дениса. Я не знаю, что Денису не дает сейчас собраться. Денис пока не мог, знаешь, такой прям спурт с начала поединка, с начала раунда. И, видишь, заходит вновь с ударами, вновь в клинч, но не попал он. Не попал Денис своим ударом, хотя заряжался. Оу, провалил немного. Вот сейчас уже вторым номером Денис работает хорошо. Он уже увидел атаку Бамблби. И в центре уверенно. Посмотри, как мне настолько интересно наблюдать за этим. Я даже не могу слова никакого сказать. Немного размашисто Бамблби заходил. Сближался с ударами. И здесь, конечно, Денис мог наказать и сконтрить. Вот сейчас вот прекрасно передним боковым сейчас Денис пытается контрить. Работать по корпусу, Валерий. Разворачиваемся. И да, делает рефери замечание, что разворачивается Денис. Не отворачиваемся. Бой! Бой продолжается. Такой напряженный поединок. Бой, да, непонятно, что сейчас будет, в какую калитку это все зайдет. Вновь полетел вперед, так слушай. Очень агрессивно. О, навстречу словили. Прям видно, как разрез обоюдно так обменялись ударами, но, как по мне, Бамблби был более успешен в данном размене. Стоп! Правой бьешь. Watch your head bust. Automatic rounds coming at you from ear to ear. Watch your head bust. Watch your head bust. Бойцы, 5 секунд готовность. Корректность боя. Не поворачиваемся, контролируем себя. Стоп! Судьи готовы? Второй раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, в черных тейпах у нас Денис, в желтых тейпах у нас Бамблби из Алматы. И вновь полетел вперед, натыкается на удар у нас Бамблби. Ты видишь, вроде бы как бы Денис наносит свой встречный удар, но этого мало, все равно его как-то физикой пытается переломить. Бамблби. Дергает. У него есть у Бамблби некоторая ошибка. Он когда начинает с корпуса, у него открывается, сильно открывается, да. Замечание. Минус балл. Он сидит, ты его сверху добиваешь. Ты просто промазал. Показал я просто. Что значит показал? Если бы ты попал. Работаем, бой. Давай. Джеб отлично был от Бамблби. Сейчас пытается догнать он. Денис сам по себе просто это делает. Да, и разворачивается. На самом деле бы я не сказал, что Валера в этом виноват, потому что Денис сам присаживается и наклоняется. Так, Денис снова в центре. Пытается словить атаку Бамблби. Не отворачивайся.
Да, он сильно... посмотри. Да, очередной нокдаун, мне кажется, видишь, присел. И Александр Я думаю, дядя Саша это все прекрасно понимает. Но он не отчитал нокдаун, Из-за такой снимать по баллу. Работаем, бой. Итак, бой продолжается. Да, немного уже видно, как занервничал наш рефери. И вновь Хорошо ловит. попадает Бамблби ему. Словил. Ну ты же видел? Опять Денис встретил, наткнулся на удар, и тут же присаживается, тут же разворачивается. В полоборота. Посмотри, насколько хорошая физика у Бамблби. Посмотри на его все эти мышцы спины, все эти крепления. Каждое крепление видно. В хорошей у него форме себя очень чувствует. хорошие боковые, скорее всего. И вновь, да, накрывает, я бы даже сказал бы, накрывает Бамблби своего оппонента, потому что вновь ныряет. Дядя Саша, насколько я... Это был хороший встречный удар. Очень хороший встречный удар. Вновь пытается дальше продолжить свою атаку Бамблби. И конец второго раунда. Слушай, это пока первый поединок, который у нас дошел до второго раунда. Я услышал, что дядя Саша сказал, что это очень грязный бой. Да, я услышал это. Готовность, бойцы. Соблюдаем корректность боя. Судьи готовы? Третий заключительный раунд. Время, бой. Так, дорогие друзья, заключительный отрезок противостояния Бамблби против Дениса. Напоминаю, Бамблби в желтых тейпах, Денис в черных. И во втором раунде инициатива Бамблби, кстати, стала больше. Видишь, он постоянно ловит на одном и том же. Он на одном и том же техническом действии ловит Дениса. О, отличный апперкот, залетел. Видишь, он не начинал уже с корпуса. Есть очередной... Да. Он прикормил, Бамблби прикормил Дениса тем, что он начинает свою атаку с корпуса, но здесь красиво перевел на голову апперкотом. Пока присматривается. Да и видно, что и Денису пока... И пытается, видишь, вот так вот пробить вот на... Проваливается, да, несомненно, он проваливается. Да, он даже и разворачивается, когда на него Бамблби напирает, то есть надо ему надо больше работать на ногах, уходить с линии атаки, потому что когда на него стартует Бамблби, ему бы проще уйти, сместиться. И вот, да, в очередной раз у нас подсказывает Валерий, что устал Денис. И да, пробивает по корпусу. Ловит его навстречу. Просто понял уже человек, что ему делать. И вновь начинает атаку, да, и вот сейчас хороший шанс, чтобы уверенно добить, но вновь садится Денис на колено. Бой продолжается. Несомненно, тяжело для Дениса. Но в центре уверенно Бамблби. И вот сейчас уж можно забирать концовку и вновь корпус. Явно преимущество. Друзья, в данном поединке техническим нокаутом в третьем раунде на первой минуте 40-й секунде победу одержал Харитонов Валерий по прозвищу Бамблби.
Денис, чего не хватило тебе? За 4 дня гонял 6 килограмм. Сил вообще не осталось. Вообще сил не осталось. Ну, буду тренироваться лучше. Больше нечего сказать. Спасибо сопернику. Был лучше подготовлен. Вот так я подготовился. Всем салам алейкум. Мне предложили, если выиграю этот бой, попасть в команду моряка. И, видимо, я попал в эту команду. Слава Богу. Спасибо, Андрюха, что даешь второй шанс. Я буду показывать себя лучше. И будем тянуть этот промоушен вместе. Всем спасибо. Привет, меня зовут Сергей Радченко по прозвищу Радчик. Опыт в Махаче, я имею уже 2 боя, 1 победу, одно поражение. Тренировочный процесс никак не изменился. Все так же мы работали, еще раз работали. Поработал над кардио, восстановил дыхание более-менее. Все отлично. Привіт, мене звати Юрій Матвієв, моє прізвище Алекс. Минулий досвід був ніякий, так як я вийшов, попав, добив, от і все. Там нічого такого не було, щоб я собі взяв якийсь досвід. Фішки побачити в бою, так як це там не передбачувано, там все може бути. Мене готував мій тренер Дмитро Соловей, він виступав в першому сезоні, Колібрі, прізвище. Суперник вагою відрізняється від мене, це моя перевага в бою буде. Так як я зганяв 11 кілограм, це попливає на бій. Матвеев Юрий по прозвищу Алекс. Представитель города Ровно и команды Дима Колибри. Боец с базой Хортинг и ММА, который доказал, что в ММА также есть хорошая ударная техника. Его рост 174, вес 69, и ему 21 год. За плечами имеет 1 поединок и 1 победу в Махаче. Сегодня дерется в рамках гран-при легкого веса. Давайте еще раз встретим Юру и поприветствуем. Поприветствуем его оппонента. Радченко Сергей по прозвищу Радчик. Чемпион Харьковской области по ММА, чемпион Украины, а также бронзовый призер чемпионата Украины, Европы по ММА. Его рост 170, вес 64, ему 19 лет. В рамках гран-при вышел на замену вместо Курмашвили Лото по прозвищу Мороз, который отказался участвовать в гран-при из-за гонки за пояс Махача в категории 60-65 килограмм. Имеет 2 поединка в Махаче, 1 поражение и 1 победу. Давайте встретим Сергея, поприветствуем его, друзья! Да будет Махач, друзья! Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, в черных тейпах у нас Алекс, в желтых тейпах у нас Радчик, и бой начался.
Оу, так сразу, да, пытался апперкотом, да. Оу, супермен панч от Рачика, но отлично на контратаке Алекс сработал. Великолепно просто. 4, 5, 6, 7, 8. Слушаем мои команды. Итак, бой продолжается, дорогие друзья. Да, этот эпизод, несомненно, за Алексом. Алекс вообще, у него такая интересная внешность. Да, посмотри, он занимает середину мешкогона. Но и Рачик также, видишь, продолжает идти вперед. Не отдает центр. И пока присматривается Алекс. Обрабатывает корпус сейчас. И да, попадает, ты правильно отметил, апперкоты у Я это сразу Алекса. заметил. Он, в принципе... Он их подготавливает, готовит постоянно. Я думаю, что-то из этого сегодня получится. Рачик пока пытается подобраться через корпус. И, конечно, акцентированно пытался вложиться Алекс. А Рачику, я так понимаю, немного неудобно, потому что все-таки у Алекса немного длиннее руки. Да, есть преимущество в антропометрии. Но пока неспешно Алекс стоит в центре. Джеб. Оу, ты видел, как он готов сконтрить? Да. Готов встречать Алекса. Ой, прошу прощения, Рачика. Ребята немного застаиваются, мне кажется, нужно немножечко двигаться. Алекс все-таки выжидает Рачика на какой-то ошибке, когда он будет подходить. Да, но ты посмотри, и Рачик также пытается из глухой защиты выстреливать. О, да, немного зацепил. И, по-моему, попадает ему. Да, попадает, но отвечает. Отвечает Алекс. Алекс более вкладывается, и да, конец первого раунда. Бойцы, 5 секунд готовность. Слушаем мои команды. Судьи готовы? Судьи готовы. Второй раунд, время, бой. Второй раунд, дорогие друзья. Напоминаю, в черных тейпах у нас Алекс, в желтых тейпах у нас Рачик. И вновь уверенно в центре у нас Алекс. Первым начинает. О, отлично, да. Ты посмотри на Рачика, так немного решил зарубиться с Алексом. И идет вперед, но натыкается на удар, да. Натыкается на удар и хорош в атаке. Хорош в атаке был, конечно, да. Алекс, несомненно. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Реагируй, 9. Итак, дорогие друзья, у нас бой продолжается. Да, пока раздергивают, пытаются раздергивать оба бойца друг друга, но Рачик больше так сгруппирован, и вот он собран, но... Он собран, и ты посмотри сейчас, как ушел от удара, великолепно ушел от удара сейчас Рачик. О, еще один супермен панч натыкается, да. Натыкается на встречный удар от Алекса, и да, это нокдаун. И, к сожалению, это третий нокдаун для Рачика. 5, 6, 7, 8, 9. Реагируй. 10. Да, бой остановлен, и это досрочная победа Алекса.
В данном поединке нокаутом во втором раунде на первой минуте 24 секунде победу одержал Матвеев Юрий по прозвищу Алекс. Сережа, говорил, будешь тренироваться. Скажи оправдание своему поражению. Не буду я оправдываться. Ну, такое бывает. Проигрываю. Попал. Молодец. Блядь, не ожидал, честно. Ну, красавец. Да, Андрюх, готовился. Даже отец родной не знает, как я готовился. Зашью всех потом. Давайте еще раз Серегу поприветствуем. Видно, духовитый парень очень. Юра, с победой тебя. Проходишь дальше в гран-при в легком весе. Видно, старались с тренером. Скажи свои ощущения по данному поєдинку. Всім привіт. Я ж казав, що я пройду в 1/4. Всім казав. Хотів би в першу чергу подякувати тренеру, як завжди. Скільки підготовки пройшло багато, дуже. Кожен день зранку до вечора тренуємося. Пацанам, які приїхали сьогодні зі мною. Солод, пацани, воу! Андрюха, спасибо знову. Всім дякую, хто мене підтримував, батькам, друзям в інстаграмі, куча підтримки було, всім дякую. Спасибо большое. Давайте еще раз поаплодируем бойцам.